Там, где живут медведи. О чем эта аудиокнига? Девочка Надя остается без отца. Мать выходит замуж за другого, и Надя чувствует себя чужой в собственном доме. Ее отправляют в село к бабушке, знахарке, которая лечит людей и зверей травами. Там, на краю лесов, у тихой речки, начинается настоящая жизнь. Надя учится различать зверобой и кипрей, собирает грибы, ходит на рыбалку. Там она встречает Дениса, молчаливого парня с золотыми руками, сына плотника. Они взрослеют вместе, спорят, мирятся, целуются впервые под снегопадом и обещают быть всегда рядом. А еще в лесу они находят маленького раненого медвежонка. Выхаживают его, называют Лапиком. Медвежонок выживает, уходит в лес, но возвращается, когда Надя больше всего нуждается в защите. Бабушка умирает, оставляя Наде дом и завещание. Тетки и мать хотят продать наследство, но Надя не сдается. Вместе с Денисом она отстаивает дом, строит семью, становится врачом. А Денис реставрирует старую церковь и делает иконостас своими руками. Их ждет суд, бандиты, большое испытание. Но на их стороне верный пес Буян и старый медведь Лапик, который помнит добро. Эта история о том, там, где живут медведи, это не только место. Это люди, которых ты выбираешь. И звери, которые выбирают тебя. Трогательная, душевная, немного грустная и очень светлая аудиокнига для тех, кто верит в чудеса. Надя родилась в конце августа, когда воздух уже пахнет яблоками и первым холодком, но солнце еще не хочет уходить. Мать говорила, что она выскочила из нее вся в мыльных пузырях, потому что отец мыл машину во дворе и так заорал от радости, что шланг вырвался у него из рук. Надя любила эту историю. Она представляла теплые брызги, ленивая пена, папин смех. Потом она перестала ее представлять. Потому что отец перестал смеяться дома. Ей было 6, когда он начал приходить поздно. В 7, когда родители перестали разговаривать и только молча двигали тарелками по столу. А в 8:30 мать сказала: «Все, Надя. Папа больше с нами не живет». «Совсем?» — спросила Надя. «Совсем», — ответила мать, и в ее голосе была такая усталость, будто она несла мешок с картошкой несколько километров. Надя не плакала при ней. Она подошла к окну в своей комнате, где на подоконнике стояла принцесса в стеклянном шаре, единственное, что отец подарил ей на день рождения в прошлом году. Принцесса смотрела на нее фарфоровыми глазами, и Наде показалось, что она понимает. Отец забирал ее каждую вторую субботу. Водил в парк, покупал мороженое и сахарную вату, но разговаривал как-то отрывисто, будто торопился. А потом перестал забирать вовсе. Надя ждала его в синем пальто, сидя на скамейке возле дома, 2 часа. Мать нашла ее замерзшую, с красным носом и белыми пальцами, сжатыми в кулачки. «Не будет он больше», — сказала мать резко, дернула за руку и повела домой. «Хватит ждать». В тот вечер Надя взяла принцессу из стеклянного шара, завернула в носовой платок и убрала в коробку из-под обуви. Туда же положила одну фотографию, папа держит ее на плечах, и она смеется, запрокинув голову. Коробка легла на самое дно шкафа, за старыми свитерами. Матери было 33. Она была красивая, высокая, с густыми темными волосами и быстрыми глазами. И ей хотелось жить по-другому. Не в двушке с протекающим краном, не с вечными долгами за коммуналку. Поэтому, когда появился Андрей, с машиной, голосом начальника и привычкой командовать, мать ухватилась за него, как за плот. Они расписались быстро, будто боялись, что кто-то передумает. Наде было 9, когда она держала подушечку с кольцами на свадьбе. Она стояла в бежевом платье, которое кололось под мышками, и смотрела,
как мать улыбается так, как никогда не улыбалась отцу. У Андрея был сын Саша, на 2 года старше Нади. Он тут же начал называть ее «чужой» и прятать ее вещи. Сначала Надя злилась, потом привыкла. Она вообще быстро привыкала к плохому. Андрей был не злым. Он был никаким. Он не спрашивал у Нади, как дела, не смотрел на ее рисунки, не замечал, что она неделями ест один и тот же суп, потому что мать на работе, а готовить некому. Иногда он говорил за ужином: «Надя, убери со стола», и этого было достаточно, чтобы она чувствовала себя служанкой. Саша дразнил ее пасмурной, и Андрей не останавливал. Мать тоже молчала. Однажды Надя нарисовала лес, высокие сосны, реку, тропинку, уходящую вдаль. И маленький домик на краю. Она рисовала долго, выводя каждую иголочку на соснах. Саша взял рисунок, мял его и сказал: «Сказки свои рисуй, чучело». Надя не заплакала. Она собрала обрывки со стола и склеила их скотчем. Рисунок повесила над кроватью. И каждый вечер, засыпая, думала о том, чтобы оказаться внутри него. В 10 лет она уже умела не мешать. Ходила на цыпочках, говорила тихо, книжки читала с фонариком под одеялом. Мать хвалила ее за удобность. «Надя, какая ты взрослая, как я рада». Но Надя не чувствовала себя взрослой. Она чувствовала себя гостьей в собственном доме. Гостьей, которую терпят, но которую могут и выпроводить. И выпроводили. Когда Наде исполнилось 13, мать сказала за ужином, спокойно, будто речь шла о погоде: «Надя, ты в 6 классе. У нас с Андреем новые обстоятельства, ремонт затеяли, места мало. Поедешь к бабушке в село. Там школа, там воздух, там тебе полезно будет». Надя посмотрела на мать. Та отвела взгляд. «Надолго?» — спросила Надя. «На год. Может, больше. Посмотрим». «Посмотрим» означало «навсегда». Надя это уже знала. Она пошла в свою комнату, достала коробку из-под обуви, вынула принцессу и фотографию отца. Постояла, подержала в руках. Потом убрала обратно. Всю ночь она смотрела в потолок и слушала, как за стеной храпит Саша. А под утро услышала из кухни голос матери, приглушенный, телефонный: «Да устала я, понимаешь? Она напоминает мне его. Каждое утро смотрю на нее и вижу его глаза. Пусть поживет у моей матери, подышим». Надя не стала дослушивать. Она закрыла уши подушкой и пролежала так до рассвета. Сборы были быстрыми. 1 чемодан, синее пальто, коробка из-под обуви и рюкзак с учебниками. Мать довезла ее до автовокзала, сунула в руку конверт с деньгами, поцеловала в макушку. «Там хорошо», — сказала мать. «У бабушки дом большой, лес рядом, река. Отдохнешь». Автобус тронулся. Надя прижалась лицом к холодному стеклу и смотрела, как город тает в серой пелене. Дома укорачивались, деревья вытягивались, асфальт превращался в грунтовку. Через 3 часа она ехала по проселку, и за каждым поворотом открывалось что-то новое: то поле золотистой стернёй, то березовая роща, то черная лента реки, сверкнувшая между холмами. Потом автобус остановился у старой остановки с облупившейся краской. Шофёр выкинул ее чемодан прямо в лужу. Надя вышла, и в лицо ей ударил запах. Не городской, не бензиново-пыльный, а густой, сложный: мокрая трава, прелые листья, дымок из чьей-то трубы и что-то сладкое, неуловимое, будто сам воздух здесь был жидким и теплым, как топлёное молоко. На крыльце стояла бабушка.
Невысокая, в темной юбке и вязаной кофте, с лицом, изрезанным морщинами, но с очень светлыми, почти прозрачными глазами. Она не бросилась обнимать. Она стояла и смотрела. А потом сказала тихо: «Здравствуй, Надя. Я тебя ждала». И дом охнул деревянными стенами, скрипучими половицами, запахом сушеной мяты и старой иконой в углу. Надя шагнула внутрь и впервые за много лет не почувствовала себя чужой. А за окном, за огородом, начинался лес. Темный, огромный, живой. И Наде показалось, или ей только хотелось верить, что лес тоже ждал. Дом стоял на краю. За калиткой поле, за полем река. Где-то там, за изгибом, начинались грибные места и малиновые заросли. Но в первый вечер бабушка не пустила Надю дальше огорода. «Успеешь», — сказала она, заваривая травяной чай в глиняном горшочке. «Лес не уйдет. Он терпеливый. А вот люди — нет. Люди уходят быстро». Надя сидела у печки, грела руки о кружку и слушала, как за стеной вздыхает дом. Как ветер трогает ставни. Как где-то далеко лает собака. Она еще не знала, что этот вечер станет первым в долгой истории. Что через 3 года она будет выхаживать медвежонка, а через 7 — хоронить бабушку у старой березы. Что этот дом станет ее крепостью, а потом ее войной. Она просто пила чай и смотрела, как бабушка перебирает пучки трав, развешанные под потолком. И впервые за долгое время ей не хотелось быть удобной, тихой и незаметной. Ей хотелось остаться. «Бабушка», — спросила Надя, — «а ты можешь научить меня лечить?» Бабушка подняла глаза. Усмехнулась едва заметно, одними уголками губ. «Могу», — сказала она. «Но только если ты научишься сначала любить. Все остальное — потом. Травы — это просто зелень. А любовь — это корень». За окном стемнело. Надя забралась на старую кровать с горой подушек и уснула под шелест бабушкиных рук. Ей приснился лес. В нем не было тропинок, но она не боялась заблудиться. Потому что кто-то ждал ее в самой глубине. Бабушкин дом пах временем. Не пылью, нет, пыли здесь почти не водилось, бабушка Матрёна была строга к порядку. Он пах сушеными травами, которых висели пучки под потолком на толстых нитках, и старой древесиной, запомнившей еще дедовы руки. А еще печным дымом, молоком из погреба и чем-то сладковато-горьким, что Надя не могла определить. Бабушка говорила, этот дом так дышит. У каждого дома свое дыхание. Первые 2 недели Надя просто привыкала. Ходила по двору, помогала полоть грядки, кормила кур, 3 рябых и 1 важного петуха по имени Кузьма. Ела из чугунка кашу, которую бабушка томила в русской печи. Спала долго, по 10 часов, и просыпалась не от будильника, а от света, который пробивался сквозь ситцевые занавески. Городская жизнь отступала медленно, как туман по утру. Но иногда по ночам ей снилась та двушка с протекающим краном, и она просыпалась с комом в горле. Однажды утром, это был уже конец августа, бабушка сказала: «Пойдем, покажу тебе свою аптеку». Аптекой оказалась маленькая горница за кухней. Надя заходила туда раньше, но не присматривалась. А теперь увидела. Вдоль стен стояли полки, не новые, из темного дерева, с резными наличниками, которые когда-то сделал бабушкин отец, прадед Нади. На полках банки, склянки, коробочки, тряпичные мешочки. На каждой этикетка с неровным бабушкиным почерком: зверобой, цвет, кипрей, лист, девисил, корень, белина, осторожно.
Последняя была подписана особенно крупно и красным карандашом. На веревке, натянутой от печи к окну, висели связки еще свежих трав, которые бабушка сушила прямо так, целиком. Пахло здесь сложнее, чем в доме, мятой, душицей, чем-то смолистым и одновременно терпким, будто из леса перенесли целую поляну. В центре стоял массивный стол, исцарапанный ножом. На нем ступка с пестиком, маленькие весы с медными чашечками, несколько пожелтевших тетрадей и большая книга в кожаном переплете, потертом по углам до белесой замши. Бабушка взяла книгу осторожно, двумя руками, и положила перед Надей. «Это травник», — сказала она. «Его моя бабка вела, потом ее свекровь, а до этого — неведомо кто. Тут каждая страница — судьба». Надя открыла книгу. Листы были плотные, шершавые, с бурыми пятнами по краям, там, где когда-то прикладывали свежие растения. Текст шел убористый, чернила выцвели до коричневого, и Наде пришлось напрячь зрение. Но главное было не в тексте. Между страницами лежали засушенные цветы, корешки, даже чьи-то перья. На некоторых листах были нарисованы растения, неумело, но внимательно, с подписями «Иван-чай», а ниже каллиграфическим почерком «Кипрей узколистный». «Вот, смотри», — бабушка перелистнула на середину. «Кипрей и зверобой. Два моих главных помощника». Надя посмотрела на левую страницу. Там лежал высушенный стебель с мелкими листьями и кисточкой сиреневых цветов, уже почти потерявших цвет. На правой — веточка с желтыми, чуть побуревшими цветочками и маленькими продолговатыми листочками, прозрачными на просвет, в них просвечивали дырочки-точечки. «Зверобой», — сказала бабушка, — «это от 100 болезней. Раны заживляет, нервы успокаивает, печень лечит. А кипрей, он мягче. Тоже на нервы хорошо, и на желудок, и женщинам особенно. Знаешь, как его в старину называли? Пуховик. Потому что пух от него летит. Еще Иван-чай, мы все так говорим. А вот эти точки на листьях, Надя провела пальцем по сухому листу, боясь его сломать. Почему они? А для того, бабушка улыбнулась, чтобы ты запомнила, у зверобоя лист как решето. Просвечивает. Если сомневаешься, подними на свет. У других таких дырочек нет. Надя долго рассматривала травник. Ей хотелось трогать каждую страницу, каждый засохший лепесток. Пальцы сами тянулись, и в какой-то момент она уже не боялась, что что-то сломает. Бабушка стояла рядом, молчала и только иногда тихо подсказывала: «Это бессмертник, а это спарыш, он от камней в почках». Голос у нее был ровный, без назидания, будто они просто гуляли по лугу, и бабушка называла цветы по имени. «А пиявки где?» Вдруг спросила Надя. Бабушка подняла бровь. «Пиявки? Ну, ты же лечишь». Я думала, пиявки, банки, настойки из каких-нибудь страшных грибов. Бабушка рассмеялась, негромко, грудным смехом, будто покашляла. Этот смех Надя потом запомнит на всю жизнь, теплый, чуть хрипловатый, как шум реки по камням. «Настойки из грибов, говоришь?» Бабушка вытерла глаза кончиком платка. «Ах, доченька, начиталась ты страшилок про деревенских знахарок. Пиявки, они полезные, если с умом. Я их держу в банке в погребе. Хочешь показать?» «Нет». Надя отшатнулась и сама удивилась своему испугу. «Не надо. Вот и я их редко использую. А грибы у меня, одни белые, сушеные, на суп. Лечебные грибы — это не про нас. Есть, конечно, чага, есть трутовик, но это так, с краю. Главное у меня — это трава. Трава,
мать, трава, кормилица. Она подошла к полке, сняла небольшой тряпичный мешочек, развязал тесемку и высыпала на стол горсть чего-то бурого и сморщенного. Это Иван да Мария. От ушибов и растяжений. А это, она взяла другую, можжевеловая ягода. Чистит кровь. Надя осторожно поднесла ягоду к носу. Пахло хвоей и чем-то чуть сладким, почти конфетным. «А почему ты меня этому учишь?» — спросила она тихо. «Я же не останусь здесь навсегда». Бабушка помолчала. Посмотрела в окно, там, за огородом, начинался лес, уже тронутый первой желтизной. «Кто знает», — сказала она. «Жизнь, она крученая. А знание, оно не тяжелое. Положи в карман, иди дальше. Не пригодится, ну и ладно. Пригодится, спасибо скажешь». С того дня у Нади появилась новая обязанность. Каждое утро после завтрака она приходила в травную горницу и изучала одну-две травы. Бабушка давала ей и высохшие образцы, и свежие, если что-то только что собрала. Надя училась различать мяту перечную от мяты полевой, у полевой лист острее, и запах резче, ромашку аптечную от пупавки, у ромашки цветоложи полое, без чешуек, тысячелистник от пижмы, у него листья тонкие, как нитки, а у нее, как пуговки желтые. Сначала Надя брезговала. Особенно, когда бабушка достала настойку валерианы в коричневой склянке. «Понюхай», — велела бабушка. Надя понюхала и сморщилась так, что глаза закрылись сами собой. «Это чем пахнет?» «Кошкой немытой». «Кошкой немытой», — спокойно подтвердила бабушка. «А помогает лучше всяких таблеток. Сердце успокаивает. Вот запомни, самое полезное часто пахнет невкусно. А самое красивое может убить. Видишь вон ту коробку с красным крестиком?» Надя кивнула. Там вёх ядовитый. Он же цикута. Красивое растение, белыми зонтиками цветет, пахнет приятно морковкой. А съешь, и всё. Не проснешься. Надя посмотрела на красный крестик и отодвинулась. Бабушка снова усмехнулась. «Не бойся. Он в коробке, закрытый. Я тебе просто к тому, что лес, он не игрушка. Его надо уважать. И бояться немного тоже полезно». Однажды, это было уже в середине сентября, бабушка сказала: «Иди-ка ты в лес. Не за травами, просто так. Погуляй. Возьми корзинку, может, хоть какой опёнок попадется. И запомни дорогу. Если заблудишься, ищи реку. Река выведет». Надя надела старые бабушкины сапоги, велики, но в них было тепло, взяла корзину и вышла за калитку. Дом остался позади, и она сразу оказалась в поле. А за полем начался лес. Она шла медленно, оглядываясь, запоминая приметы. Старый дуб с дуплом, похожий на открытый рот, замшелый пень, у которого всегда росли лисички, ручей, пересохший почти до канавки, но еще журчащий где-то под листвой. Воздух был сырым, пахло грибами и прелым листом. Где-то стучал дятел. Где-то сойка крикнула резко, как надорванная струна. Надя вышла к реке неожиданно, просто кусты раздвинулись, и она увидела серебряную ленту, медленно текущую между низких берегов. Река была не широкой, 4 метра, вода темная, спокойная, только у дальнего берега чуть кружился водоворот. На противоположной стороне паслись 3 коровы, их было видно по рыжим пятнам среди серо-зеленой травы. Надя присела на корягу, выброшенную водой, и вдруг услышала звук. Не лесной. Человеческий. Ритмичный, тук-тук-тук-тук. Потом скрип,
потом снова тук. Она пошла на звук вдоль берега. Шла минут 5, пока не увидела заросли ивника, а за ними маленькую мастерскую, скорее навес, чем сарай. Под навесом стоял верстак, а рядом мальчик. Он строгал доску. Движения у него были плавные, почти музыкальные, рубанок скользил по дереву, снимал ровную золотистую стружку, которая падала к ногам завитками. Мальчик был высокий, чуть сутулый, в серой фуфайке и штанах, перепачканных стружкой и каким-то темным маслом. Лицо у него было спокойное, даже какое-то сонное, но руки жили своей жизнью, быстрые, точные, уверенные. «Здравствуй», — сказала Надя. Мальчик поднял голову. Посмотрел на нее внимательно, но без удивления. Будто она здесь каждый день ходит. «Здравствуй», — ответил он негромко. И замолчал. Надя ждала, что он что-то добавит. Мальчик не добавлял. Он снова опустил глаза на доску, провел рубанком еще раз, потом еще. Тишина стояла такая, что слышно было, как с ивы падают листья, один, потом другой, третий. «Я Надя», — сказала она, чтобы хоть что-то сказать. «Внучка Матрёны. Мы недавно приехали». «Я знаю», — сказал мальчик. «Меня Денис зовут». Пауза. «А что ты делаешь?» — спросила Надя. «Табуретку», — ответил Денис. «Для школы». Пауза снова повисла, но на этот раз она не была неловкой. Надя вдруг поняла, что ей не хочется уходить. От этого места исходило что-то уютное и надежное, теплое дерево, запах опилок, ровный стук инструмента. И Денис, такой, какой есть, не пытался ее развлекать, не задавал глупых вопросов, не смотрел так, будто она диковинная зверушка. Он просто работал, а она стояла рядом, и это было нормально. «У тебя папа столяр?» — спросила Надя, вспомнив, что бабушка что-то такое говорила. Денис кивнул. «Плотник», — поправил он тихо. «Отец. Он больше дома делает, рамы, двери. А я так учусь. А мама кем работает?» «В библиотеке. Сельской». Надя представила себе сельскую библиотеку, тихую, пыльную, с высокими шкафами и запахом старой бумаги. Ей почему-то показалось, что мать Дениса должна быть такой же спокойной и немногословной, как он сам. «Ты завтра придешь?» — вдруг спросил Денис, не поднимая головы. Надя растерялась. «Не знаю. Может быть». «Приходи», — сказал он. «Я тебе кое-что покажу». И снова замолчал. Надя вернулась домой с пустой корзиной, но с чувством, будто нашла что-то важное. Бабушка глянула на нее поверх очков, она вязала что-то серое и бесконечное, и усмехнулась. «Что, Дениску встретила?» «Откуда ты знаешь?» «Ты сияешь, как медный пятак», — сказала бабушка. «Он хороший парень. Только молчаливый. Но это не порок. Молчун, он крепкий, как дуб. А говорун, он как борщевик, красиво, а обожжешься». Надя покраснела и ушла в свою комнату, но бабушкины слова запомнила. На следующий день она пошла к реке снова. И на следующий. И через день. Денис каждый раз был в мастерской, строгал, пилил, долбил стамеской. Инструментов у него было немного, но все содержались в чистоте. Надя заметила, как он перед уходом протирал каждую стамеску промасленной тряпицей, а рубанок ставил на полку лезвием вверх, чтобы не тупилось. Она садилась на чурбак у входа и рассказывала ему про город, про школу, про травы, которые показывала бабушка.
Денис слушал молча, но внимательно, иногда кивал, иногда останавливался и смотрел на нее, будто проверяя, не врут ли ее глаза. Он почти не смеялся. Но однажды, когда Надя рассказала про петуха Кузьму, который погнался за ней через весь двор, Денис вдруг улыбнулся. Не широко, не громко, так, чуть приподнял уголки губ. И Надя подумала, что эта улыбка дороже любых слов. Через 2 недели Денис сказал: «Закрой глаза». Надя закрыла. Она услышала шорох, потом какое-то мягкое движение его рук, и вдруг в ладони ей легло что-то прохладное, гладкое, очень живое на ощупь. «Открывай». Надя открыла глаза и увидела лошадку. Она была маленькая, с ладонь, вырезанная из светлого дерева, липы, как потом определила Надя. Лошадка стояла на 4 ногах, чуть согнув шею и наклонив голову, будто щипала траву. Грива была не гладкой, а рельефной, Денис прорезал каждую прядь отдельно. Глаза — 2 крошечные черные точки, скорее всего, выжженные. Хвост струился назад, и казалось, что лошадка только что бежала, но вдруг остановилась и замерла. «Это отец вырезал», — тихо сказал Денис. «Он делает такие, когда настроение хорошее. Я попросил у него для тебя». Он сказал, если девочка хорошая, пусть берет. Надя смотрела на лошадку, и горло ей сдавило. Не от грусти, от какой-то огромной, неожиданной нежности. Ей никто никогда не дарил ничего, сделанного руками. Максимум, купленное в магазине и завернутое в пакет. А тут дерево, которое помнило руки плотника, заботу, время. «Денис», — сказала она, и голос у нее дрогнул. «Спасибо. Я буду беречь ее». Денис снова улыбнулся, на этот раз чуть шире, но все так же тихо. «Она не боится», — сказал он. «Дерево, оно крепкое. И ты крепкая». Надя спрятала лошадку в карман куртки и всю дорогу домой держала ладонь на ней, чувствуя, как дерево согревается от ее тепла. В тот вечер она поставила ее на подоконник, рядом с принцессой в стеклянном шаре. 2 игрушки смотрели друг на друга. Одна — фарфоровая, холодная, красивая, но чужая. Другая — теплая, простая, своя. Бабушка заметила лошадку, когда зашла пожелать спокойной ночи. Посмотрела, ничего не сказала, только кивнула. А на пороге обернулась. Денискин отец хорошие вещи делает. Из такого дерева, что само с тобой разговаривает. Береги. «Бабушка», — окликнула Надя. «А он мне нравится». «Денис». Бабушка помолчала. Потом ответила тихо, почти шепотом. «Я вижу, доченька. Я все вижу». И закрыла за собой дверь. А Надя долго еще не спала. Она лежала в темноте, слушала, как за окном шумит лес, и думала о том, что жизнь, оказывается, может поворачиваться не только плохой стороной. Что где-то там, в мире, есть мальчики с рубанками и отцы-плотники, которые вырезают лошадок для чужих девочек. Что есть бабушка, которая вяжет, лечит травами и все видит. И что дерево, если его тронуть правильно, отзывается теплом. Она взяла лошадку с подоконника, прижала к щеке и закрыла глаза. Ей снились зеленые луга, и по ним бежала маленькая светлая лошадка, развивая хвост по ветру. А на ней мальчик в серой фуфайке, который молчал, но это молчание было лучше всяких слов. Время в селе текло иначе, чем в городе. В городе оно дрожало, торопилось, застревало в пробках и вырывалось вперед сигналами машин. Здесь оно текло медленно, как патока, и каждый день был полным, как ведро парного молока. Надя заметила, что перестала считать дни.
Она просыпалась и сразу знала, сегодня утром бабушка будет перебирать калину, а после обеда они пойдут в лес за последними опятами. Или сегодня Денис закончил табуретки для школы и позовет ее смотреть на ледоход. Или сегодня в библиотеке новый журнал с картинками про зверей, и мама Дениса, Нина Павловна, оставила его для нее. Сентябрь превратился в октябрь. Октябрь в ноябрь. Они с Денисом виделись почти каждый день. Он заходил за ней после школы. Школа стояла в центре деревни, старая, кирпичная, с высокими потолками и запахом мела и сосновых половиц. Класс у Нади был маленький, всего 8 человек. Ее приняли без лишних вопросов, но и без особой радости. Чужачка, и ладно. Денис учился в параллельном, 7-м. Но обеды у них были общие, и после обеда они всегда находили друг друга. «Пойдем на реку?» — предлагал он. «Пойдем», — соглашалась она. И они шли. Сначала через поле, по которому ветер гнал пожухлую листву. Потом мимо старых тополей, где галки собирались стаями, трещали, как сломанные трещотки. Потом тропинкой вниз, к воде. Река к середине октября становилась прозрачной, почти черной. Видно было дно, песок, камни, коричневые листья, утонувшие и прилипшие ко дну. Иногда проплывала рыба, тенью, молнией. Надя садилась на корягу, Денис рядом, на плоский камень. И они молчали. Молчание было их главным разговором. Однажды, это было в субботу, в конце октября, Денис пришел к ней с 2 удочками. Простые, из орешника, с леской и поплавками из гусиных перьев. Сам сделал, по словам отца. «Научишь?» — спросила Надя. «Научу», — сказал Денис. Он показал, как насаживать червя. Надя морщилась, но делала, как забрасывать, чтобы леска не путалась, как смотреть на поплавок. Учил он терпеливо, без суеты. Если Надя делала что-то не так, он просто молча брал удочку в свои руки и показывал еще раз. Первую рыбу, маленькую плотвичку, Надя поймала сама. Денис кивнул и улыбнулся одними глазами. А она засмеялась так громко, что эхо пошло по реке, и где-то в лесу отозвалась птица. Рыбалка стала их общим делом. Иногда они ничего не ловили, сидели, смотрели на воду, слушали, как ветер тянет по поверхности легкую рябь. Надя рассказывала про травы, что бабушка сегодня показала, про зверобой с дырочками, про кипрей, который в старину называли пуховик. Денис слушал, иногда переспрашивал. А потом рассказывал про дерево, какое на что годится: липа, мягкая, режется легко, дуб, крепкий, не гниет, но тяжело обрабатывать, осина, ее боятся, потому что она вампир, но на самом деле она хороша для ложек и плошек, не трескается. «Откуда ты знаешь?» — спросила Надя. Отец учит. Он говорит, дерево, как человек. У каждого свой норов. «А ты какой человек?» — спросила Надя, не глядя на него. Денис долго молчал. Потом сказал: «Я — липа». Надя повернулась к нему. Он смотрел на воду. Лицо у него было спокойное, но щеки чуть порозовели, то ли от холода, то ли от чего-то другого. В ноябре они пошли за грибами. Грибов было уже мало, только поздние опята на пнях, да рядовки под березами. Но Надя упросила бабушку отпустить их в дальний лес, туда, где старая вырубка и ручей. Бабушка долго сомневалась, но все же дала благословение: кусок пирога в узелок, спички в непромокаемом мешочке и строгий наказ, если что, к реке. Река выведет к людям. Они шли по лесу, и Надя чувствовала, как Денис иногда касается ее плеча, то руку протянет, отодвигая ветку, то на спину надавит,
показывая, куда повернуть. Касания были легкие, случайные, но Надя их запоминала. В одном месте, у старого дуба, она увидела пенек, весь облепленный опятами. Маленькие, маслянистые шляпки, ножки в юбочках. Надя наклонилась срезать, и в этот момент где-то совсем рядом треснула ветка. Она вздрогнула, обернулась. Денис стоял в 2 шагах и улыбался своей тихой, редкой улыбкой. «Это я», — сказал он. «Не бойся». «Я не испугалась», — соврала Надя. «Врешь», — сказал Денис. «Но это ничего. Все боятся». Они вернулись с полными корзинами. Надя набрала опят, Денис нашел полянку-рядовок. Бабушка похвалила их, а вечером пожарила грибы с картошкой в чугунке. Пахло на весь дом. Надя ела и думала, что никогда в жизни ничего вкуснее не пробовала. В начале декабря случилась рыбалка, которую они запомнили навсегда. Денис сказал, что самы ловятся под вечер, в глубоких местах, на выползка, большого червя, которого надо накопать в навозе. Надя копать червей отказалась, но смотреть пошла. Место было под обрывом, где река делала крутой поворот и уходила в тень. Денис забросил удочку с тяжелым грузилом, и они сели ждать. Надя замерзла, декабрь все-таки, даже в шапке и 2 кофтах было зябко. Денис молча снял с себя старую отцову куртку и накинул ей на плечи. «А ты?» — спросила Надя. «Я привычный», — ответил он. Они просидели почти час. Уже стемнело, на небе высыпали звезды, мелкие и колючие. И вдруг поплавок резко ушел в воду. Денис подсек, и удилище согнулось дугой. «Держись», — сказал он сквозь зубы. Боролись они долго. Надя стояла рядом, не дыша, сжимая кулаки. Денис то отпускал леску, то выбирал, делал шаг назад, потом вперед. Его руки дрожали от напряжения, но лицо оставалось спокойным. «Есть», — выдохнул он наконец. Из воды показалась темная, маслянистая спина, потом голова с усами, потом длинное скользкое тело. Сом был большой, на глаз 3 килограмма, темно-зеленый, почти черный, с белесым брюхом. Он бил хвостом по гальке, пытаясь вырваться, но Денис уже тащил его на берег. «Огромный», — прошептала Надя. «Мы такого никогда не ели». «Это папе подарок», — сказал Денис, тяжело дыша. «Он любит сама. А твоей бабушки кусок. Самый лучший». Они шли домой в темноте, держась за руки. Денис нес сама в мешке, Надя шла рядом, и их пальцы сплелись сами собой. Никто не сказал ни слова. Но этой ночью Надя долго лежала без сна и думала о том, как теплая у него ладонь, шершавая, в мозолях, но такая живая. На следующий вечер к бабушкиному дому пришел отец Дениса, Владимир Иванович. Высокий, такой же немногословный, с руками, похожими на корни старого дерева. Он принес большую сковороду, накрытую чистым полотенцем. «Вот», — сказал он, ставя сковороду на стол. «Зажарили сама. Денис просил вам передать. И поклон от нас». Бабушка развернула полотенце. Там лежали куски рыбы, обжаренные в муке до золотистой корочки. Пахло так, что у Нади заурчало в животе. «Спасибо, Владимир», — сказала бабушка. «Садись чай пить». «Не могу», — ответил он. «У меня табуретка недоделанная. Денис сам доработает. Он у меня старательный». Владимир Иванович ушел, а бабушка и Надя сели ужинать. Рыба была нежной, почти сладкой, с тонкими костями, которые легко отделялись. Надя ела и думала, что сом — это, наверное, самая вкусная рыба на свете.
потому что его поймали для нее. Зимой они учили уроки вместе. Сначала то у Нади дома, то у Дениса. Но у бабушки в доме было тепло, но тихо и немного торжественно, не поболтаешь, не пошумишь. А у Дениса дома свои порядки. Мать, Нина Павловна, работала в библиотеке и часто задерживалась. Отец возился в мастерской до темна. Дом был просторный, но неуютный, мужской, без цветов на окнах, без салфеточек. Поэтому лучше всего оказалось в библиотеке. Сельская библиотека стояла в старом купеческом доме, единственном кирпичном здании на главной улице, кроме школы. Внутри пахло бумагой, пылью и воском. Нина Павловна топила печь дровами, но дрова были сырые, и тепло не держалось. Зато книг было много, целых 2 комнаты, от пола до потолка. Нина Павловна была женщиной тихой, в очках с толстыми стеклами и вечно в сером платке, который сползал на плечи. С Денисом она говорила коротко, без лишних слов, но потому, как она поправляла ему воротник или молча подкладывала пирожок в портфель, Надя понимала, она его любит. Просто не умеет показывать. «Ты приходи, Надя», — сказала она однажды. «У нас тепло, тихо, учебников много. А Дениске компания нужна. Он у меня один». Так библиотека стала их местом. Они садились за большой дубовый стол в читальном зале, Надя слева, Денис справа. Между ними стопка учебников, тетрадей, карандашей. Иногда они помогали друг другу, Надя объясняла Денису русский, он писал с ошибками, но упрямо переписывал каждое слово по 3 раза, Денис показывал Наде черчение и рисование. «У тебя хорошо получается», — сказал он однажды, глядя на ее рисунок осеннего леса. «Ты чувствуешь форму». «Это бабушка научила», — улыбнулась Надя. Она говорит, смотри не глазами, а сердцем. В библиотеке они иногда засиживались до темноты. Нина Павловна не гнала, только изредка заглядывала, поправляла фитиль в керосиновой лампе, электричество в селе было, но свет часто отключали, и снова уходила в свой кабинет. Тогда они оставались вдвоем в большом зале, среди книжных стеллажей, и тишина становилась особенной, густой, почти осязаемой. Однажды, в такой вечер, Денис вдруг спросил: «Надь, а ты кем хочешь стать?» Она задумалась. Никто никогда не задавал ей такого вопроса. Мать не спрашивала, ей было не до того. Андрей, тем более. Бабушка однажды сказала, ты сама поймешь, когда придет время. И вот время пришло. «Наверное, врачом», — сказала Надя медленно, пробуя слово на вкус. Как бабушка. Только по-настоящему, с дипломом. Чтобы лечить не только травами, но и лекарствами. А ты? Денис долго молчал. Потом провел пальцем по столу, собирая пыль в полоску. «Я с деревом хочу», — сказал он. Как отец. Только не просто плотничать. Реставрировать. Чтобы старые вещи оживали. Есть же такая профессия. Есть, сказала Надя. Реставратор. Это очень красиво. Ты правда так думаешь? Он поднял на нее глаза. В них было что-то новое, чего Надя раньше не видела. Неуверенность. Будто он боялся, что она засмеется. «Правда», — твердо сказала Надя. «Ты сможешь. У тебя руки золотые». Денис отвернулся, но Надя заметила, как у него дрогнули уголки губ. Они взрослели. Это было незаметно, как день прибавляется по минуте, как лед на реке становится тоньше, а потом вдруг — раз. И половодье. Надя заметила, что Денис стал выше почти на голову. Что у него прорезался голос, низкий, чуть хрипловатый, совсем не похожий на тот,
которым он звал ее раньше. Что он иногда смотрел на нее так, что и становилось жарко даже в мороз. А он заметил, что она перестала быть девчонкой, какой он ее запомнил в тот первый день у мастерской. У Нади вытянулось лицо, появилась тонкая шея, а глаза стали глубже. Бабушка говорила, все Надины печали в глазах сидят. Денис молчал, но однажды, помогая ей надеть рюкзак, задержал руки на ее плечах на секунду дольше, чем нужно. Никто из них ничего не сказал. Но что-то изменилось. А потом случился медвежонок. Это было в конце апреля. Снег уже почти сошел, только во врагах белели грязные лохмотья, а лес стоял голый, сырой, пронизанный ветром и первым робким теплом. Надя и Денис пошли за березовым соком, бабушка сказала, весной надо пропить курс, сосуды чистить. Они углубились в лес, туда, где березы росли часто и старые, с шершавой корой. Денис делал надрезы, вставлял трубочки из молодой лещины, подставлял банки. Надя собирала прошлогодний брусничник, ягоды после зимы сделались мягкими, водянистыми, но бабушка и их использовала для почек. И вдруг звук. Тонкий, жалобный, похожий на мяуканье, но не кошачий. «Слышишь?» — спросила Надя, замирая. Денис кивнул. Они пошли на звук. Звук вел их в чащу, к старому выворотню, корни огромной ели торчали вверх, как растопыренные пальцы. Под ними, в яме, заваленной сучьями и прошлогодней листвой, что-то шевелилось. Надя опустилась на колени, разгребла листья и ахнула. Маленький бурый медвежонок, величиной с крупную собаку, лежал на боку и тихонько поскуливал. Его передняя лапа была распухшей, красной, а вокруг нее запекшаяся кровь и грязь. Мех свалялся, глаза затянуты мутной пленкой, нос сухой и горячий. «Он больной», — сказал Денис. «Он умирает», — поправила Надя, и в ее голосе зазвенело то, чего Денис никогда в нем не слышал. Твердость. Решимость. Как у бабушки. Бежим за бабушкой. Она уже знала, время не ждет. Бабушка пришла в лес со своим старым саквояжем, кожаным, потертым, с медной пряжкой. В саквояже были склянки, бинты, ножницы и маленькая баночка желтой мазью, пахнущей дегтем и чем-то горьким. «Матушке», — сказала бабушка, увидев медвежонка, попал зверь в петлю, а потом убежал. «Видите, лапа перетянута?» «Браконьеры». «Вылечим?» — спросила Надя, сжимая кулаки. Бабушка долго молчала. Ощупала лапу, посмотрела в глаза медвежонку, тот слабо дернулся, но не укусил, только жалобно всхлипнул. «Попробуем», — сказала она. «Но зверь не игрушка. Вы ухаживать будете. Я старая, мне не поднять». «Будем», — сказали Надя и Денис почти одновременно. Медвежонка завернули в мешок, он был легкий, слишком легкий для такого размера, и понесли домой. Денис нес, Надя шла рядом, держала лапу медвежонка, чтобы не болталась. Бабушка шла позади, бормотала что-то себе под нос. Дома они устроили его в сенях, там было прохладно и темно, как в берлоге. Бабушка промыла рану отваром зверобоя, наложила массе сосновой смолы, прополиса и какой-то травы, название которой Надя не расслышала. Перевязала чистой тряпицей, поверх наложила шину из 2 щепок. «Теперь время», — сказала бабушка, вытирая руки. «Время и ваша любовь. Если отойдет, его». Медвежонок лежал, тяжело дышал и почти не двигался. А Надя сидела рядом на старой подстилке, подложив под голову сеновал, и говорила с ним. Говорила тихо, без слов, одним дыханием, как бабушка учила. «Ты сильный», — шептала она. «Ты лесной. Ты выживешь.
Денис молчал, но каждые полчаса менял тряпицу на лбу у медвежонка, теплую, намоченную холодной водой из колодца. Так началась весна, которая все изменила. Медвежонок не умер в первую ночь. Это было маленькое чудо, которое Надя записала в бабушкин счет. Она сидела в сенях на жесткой скамейке, подложив под бок старый бабушкин тулуп, и смотрела, как зверек дышит. Дышал он тяжело, с присвистом, распухшая лапа вздрагивала, как живое существо, отдельное от всего тела. «Иди спать», — сказала бабушка, заглянув в полночь. «Я посижу». «Нет», — ответила Надя. «Я обещала». Бабушка не стала спорить. Она только принесла кружку горячего отвара, ромашка, липа, чуть-чуть меда и поставила на лавку рядом. Потом ушла в горницу, но дверь оставила открытой. Денис ушел домой за полночь. Он долго стоял на крыльце, глядя на темный лес, а потом сказал: «Я завтра утром приду. До школы». «Приходи», — сказала Надя. Он ушел, а она осталась. Медвежонок зашевелился, наверное, от боли, и издал тот же жалобный звук, с которого все началось. Надя опустила руку на его бок. Шерсть была жесткая, грязная, свалявшаяся, но под ней чувствовалось живое тепло. «Тише», — прошептала она. «Тише». И, сама не зная зачем, начала петь. Не песню, просто напев, без слов, такой, какой напевала ей бабушка когда-то давно, когда Надя болела и лежала с температурой. Медвежонок затих. Только дыхание стало глубже, ровнее. Так прошла первая ночь. Утром пришел Денис с чистой тряпицей, куском старой простыни и маленькой баночкой меда. Мед принесла мать, когда узнала про медвежонка. Нина Павловна сама не пришла, боялась, что медведица может быть где-то рядом, но передала записку «Мед для подкрепления». «Если выживет, зверь будет крепкий». «А имя ему надо», — сказал Денис, садясь рядом с Надей на тулуп. «Какое?» «Не знаю». «Ты придумай». Надя посмотрела на медвежонка. Он открыл глаза, маленькие, темные, влажные, еще мутные от болезни. В них не было страха. Была только усталость и какое-то древнее, недетское терпение. «Лапик», — сказала Надя. «Потому что у него лапа болит». «Лапик так лапик», — согласился Денис. Бабушка сменила повязку. Рана выглядела страшно, вокруг нее кожа была красной, горячей, а из глубины сочилась желтоватая жидкость. Бабушка промыла рану отваром череды, присыпала порошком из сушеных листьев подорожника, смешанного с березовым углем. «Заражение», — сказала она тихо. «Завтра будет ясно». «Что значит «ясно»?» — спросила Надя, чувствуя, как холодок ползет по спине. Или пойдет на поправку, или нет. Мы свое сделали. Теперь его очередь. Денис взял Надю за руку. Сильно, почти больно. И не отпускал. На второй день Лапик поел в первый раз. Бабушка сварила жидкую овсяную кашу на молоке, смешала с ложкой меда и поставила перед мордой медвежонка в чугунной миске. Лапик долго нюхал, нос его шевелился, втягивал запахи, а потом начал есть. Медленно, с остановками, иногда прикрывая глаза от удовольствия, как будто каша была лучшим блюдом в его жизни. Надя сидела и смотрела, и по ее щеке катилась слеза. Она не вытирала ее. «Пусть». «Ест», — сказал Денис. «Значит, будет жить». С этого дня у них появился распорядок. Утром, до школы, смена повязки, бабушка делала, а Надя держала Лапика за здоровую лапу.
После школы, кормление, вычесывание жесткой щеткой, Лапик сначала рычал, потом привык и даже подставлял бока. Вечером долгое сидение рядом, разговоры, молчание, пение. Денис приносил из мастерской деревяшки, и Лапик играл ими, перекатывая лапой или зажимая в зубах. Иногда он пытался встать на больную лапу, но сразу же падал и жалобно скулил. Тогда Надя гладила его по голове, чесала за ухом и говорила: «Потерпи, Лапик. Все пройдет. Ты же сильный, да? Ты — лесной царь». Лапик смотрел на нее круглыми глазами, казалось, понимал. Через неделю он уже уверенно стоял на 3 ногах, поджимая больную. Через 2 начал хромать, опираясь на нее понемногу. Бабушка сказала, что рана затягивается, но кость еще слабая, нельзя давать много двигаться. Но Лапик был медвежонком. Ему хотелось бегать, лазать, жевать все, что плохо лежит. Он вытащил из угла старый веник и размочалил его в труху. Он опрокинул миску с водой и долго шлепал лапой по луже. Он ухитрился залезть на скамейку и оттуда, на сундук, с которого свалился с грохотом, перепугав кур во дворе. Кузьма, петух, при виде медвежонка больше не бросался в атаку. Он косился на Лапика с подозрением и обходил его по широкой дуге. Денис принес из леса толстую березовую ветку, очистил ее от коры, и Лапик таскал эту ветку везде, грыз ее, подбрасывал в воздух и ловил. Надя смотрела на него и смеялась. Смеялась так, как не смеялась, наверное, никогда в жизни. Даже когда жила с мамой, в той квартире с протекающим краном, даже тогда такого смеха не было. «Он тебя лечит», — заметил однажды Денис. «Кого?» «Тебя. Не только ты его. Он тебя. Посмотри, какая ты стала». Надя посмотрела на свое отражение в ведре с водой. Загорелая. Веснушки пошли, хотя апрель только. Глаза светлые, не грустные. Правда, лечит. Денис улыбнулся своей редкой улыбкой и положил руку ей на плечо. Просто. Без слов. И Надя накрыла его ладонь своей. Лапик подрос за месяц. Сильно. Из маленького, похожего на мокрую подушку, он превратился в крепкого зверька с блестящей шерстью и живыми, умными глазами. Его лапа почти зажила, остался только розовый рубец, на котором не росла шерсть. Бабушка сказала: «Еще неделя, и отпускать надо. Он лесной. Дом ему там». Надя кивнула, но в душе заныла. Она не хотела отпускать. Каждое утро, когда Лапик тыкался мокрым носом в ее ладонь, она думала, а может, оставить? Сделать ручным? Но понимала, что нельзя. Медведь — не собака. Медведь должен сам выбирать свою жизнь. И вот однажды, это был солнечный майский день, когда лес уже стоял в легкой зеленой дымке, а птицы орали на все голоса, Надя вывела Лапика в лес. Недалеко, за огород, на поляну, где бабушка собирала зверобой. Лапик шел рядом, иногда забегая вперед, иногда возвращаясь и тыкаясь носом в ее колено. Он чувствовал свободу. Он нюхал воздух, поднимал морду к солнцу и закрывал глаза от удовольствия. «Иди», — сказала Надя. «Иди, Лапик». Но он не уходил. Он лег на траву, перевернулся на спину и замахал лапами, приглашая играть. Надя села рядом, почесала ему живот. Лапик урчал, негромко, как большой мотор. «Я тебя никогда не забуду», — прошептала Надя. «Никогда». Они вернулись в дом вместе. Надя знала, что это ненадолго. А через 3 дня случилось то, чего они боялись,
но к чему готовились. Надя сидела на крыльце, чистила картошку. Лапик возился в траве, ловил какую-то букашку. И вдруг он замер. Поднял голову. Ноздри его раздулись, он что-то учуял. Потом Надя услышала сама. Треск веток. Тяжелые шаги. Дыхание, глубокое, размеренное, совсем нечеловеческое. Из леса на край поляны вышла медведица. Она была огромной. Гораздо больше, чем Надя себе представляла. Бурая, с темным загривком, с маленькими глазами, в которых не было ни злобы, ни страха, только внимание. Она смотрела на Лапика. Лапик взвизгнул не от страха, от радости. И понесся к ней, подволакивая еще слабую лапу. Медведица опустила голову, обнюхала его, лизнула длинным шершавым языком, сначала в нос, потом в больное место. Из дома вышла бабушка. Встала рядом с Надей. Молча. «Не бойся», — сказала она. «Она знает, что мы ей не враги». Медведица подняла голову. Посмотрела на бабушку. На Надю. Секунда, 2, 3. И медленно, тяжело кивнула. Вот так, просто мотнула головой, как человек. Потом развернулась и пошла в лес. Лапик побежал за ней. На полпути он обернулся, посмотрел на Надю, и Надя поклялась, что он улыбался. Его язык свисал набок, глаза блестели. «Прощай, Лапик», — прошептала Надя. И не выдержала. Закрыла лицо руками и заплакала. Бабушка обняла ее за плечи сухими, твердыми руками. «Не плачь, доченька. Он теперь здоров. А здоровый зверь должен быть в лесу. Ты сделала доброе дело. Лес тебя запомнит». Денис пришел вечером. Увидел Надю, заплаканную, сидящую на крыльце с пустыми руками, и все понял. Он сел рядом, обнял ее молча. И они сидели так долго, глядя на лес. «Придут еще», — сказал Денис. «Я знаю. Животные помнят добро». Он оказался прав. Через 2 недели, в конце мая, когда черемуха стояла белым облаком, они снова увидели медведей. Лапик вырос, уже не тот худенький зверек, а молодой медведь с лоснящейся шерстью. Он шел впереди медведицы, уверенно, раздувая ноздри. Дойдя до калитки, он остановился, поднялся на задние лапы, опираясь передними на штакетник, и замер. Надя вышла к нему. Протянула руку, и он лизнул ее пальцы. Через штакетник. Осторожно, чтобы не укусить. «Здравствуй, Лапик», — сказала Надя. Медведица фыркнула, то ли «пошли», то ли «ладно, погоди». Лапик опустился, еще раз посмотрел на Надю, потом трусцой побежал за матерью. Скрылись в кустах, только ветки качнулись. Бабушка, наблюдавшая из окна, перекрестилась. Вот теперь все правильно. Теперь он взрослый. Этот момент, медведица, благословляющая дом, стал для Нади чем-то вроде тайного знака. Что она на своем месте. Что лес принял ее. Что бабушкина мудрость, Денисовы руки и ее собственное сердце, все это сложилось в одну правильную картину. Лето началось с запаха земляники и тихого счастья. Время, которое в селе текло медленно, вдруг ускорилось. Надя заметила это, когда однажды посмотрела в зеркало и не узнала себя. Из отражения глядела не та девочка, что приехала 3 года назад в синем пальто и с коробкой из-под обуви. Глядела девушка с тонкими бровями, высокими скулами и длинной косой, которая тяжело лежала на плече. Глаза уже не были по-детски круглыми,
они вытянулись, углубились, и бабушка сказала однажды, как отрезала: «Красивая ты, Надька». Только это и счастье, и беда. Денис тоже изменился. Он вымахал, Надя теперь доставала ему только до плеча. Плечи стали шире, руки сильнее, голос окончательно сломался и теперь был низким, чуть хриплым, как потрескивание углей в печи. Он все так же молчал, но в его молчании появилась новая тяжесть, не грустная, а какая-то взрослая. Он смотрел на Надю иначе, чем раньше. Раньше, как на друга, с которым можно идти в лес за грибами. Теперь дольше, пристальнее, и иногда Надя отводила взгляд, потому что становилось жарко. Они по-прежнему были вместе. После школы уроки в библиотеке, зимой, на лыжах в лес, весной, на реку, летом, за ягодами. Но между ними появилось что-то новое, невысказанное. Оно висело в воздухе, как майский тополиный пух, вроде бы легкое, а дышать мешает. В выпускном классе, 9, потому что школу в селе заканчивали после 9, а дальше надо было ехать в город, в их жизни появился Коля. Коля приехал в начале сентября. Он был из областного центра, высокий, светловолосый, с легкой небрежной улыбкой и привычкой говорить громко, чтобы все слышали. Его отца перевели работать в село агрономом, и Коля, как сказала классная руководительница, будет учиться с нами до конца года. Он сел за парту перед Надей. И уже на первой перемене обернулся. «Ты местная?» — спросил он, разглядывая ее так, будто она была картиной в галерее. «Почти», — ответила Надя. «Красивая», — сказал Коля просто, как сказал бы, «погода хорошая». И улыбнулся. Надя растерялась. Она не привыкла к таким прямым словам. Денис никогда не говорил «красивая». Он однажды сказал «глаза у тебя светлые», и все. А тут, сразу, громко, при всех. Коля начал ухаживать. Это было странное слово для 9 класса, но Надя не знала, как это еще назвать. Он приносил ей конфеты, карамельки в шуршащих фантиках. Он ждал после уроков и провожал до дома. Он смешил ее на переменах, рассказывал глупые истории про городских друзей, передразнивал учителей, строил рожицы. Надя смеялась, не потому что ей было так уж весело, а потому что не знала, как иначе. Она чувствовала себя неловко, но и приятно тоже. В конце концов, никто никогда за ней не ухаживал. Никто не говорил, что она красивая. Коля был другим. Он был как яркая обертка, шуршит, блестит, привлекает внимание. И Надя, сама не заметив как, начала сравнивать. Денис был тихий, хмурый, молчаливый. С ним нужно было разговаривать, он сам редко начинал. С ним нужно было угадывать, что у него на душе, почему он смотрит в одну точку, о чем молчит. А с Колей легко. Коля сам все говорил, сам смеялся, сам придумывал, куда пойти, что сделать. Однажды, это была пятница, середина сентября, Коля сказал после уроков: «Надь, пойдем в клуб сегодня. Танцы будут. Я слышал, магнитофон принесут». Танцы в сельском клубе были событием. Раз в 2 недели, а то и реже, парни из старших классов собирали аппаратуру, ставили кассеты с современной музыкой, «Мираж», «Ласковый май», что-то западное, и все, от мала до велика, толклись в зале с выщербленным паркетом. Надя была там всего пару раз, и то с бабушкиного разрешения и под присмотром Дениса. «Я спрошу у бабушки», — сказала Надя. «Денис пойдет?» — перебил Коля. В его голосе прозвучало что-то новое. Ревность. Неуверенность. Не знаю. Наверное. А ты без него не можешь.
Надя посмотрела на Колю. Он улыбался, но глаза были серьезные. «Могу», — сказала она. «Но он мой друг». «Друг», — повторил Коля. «Ладно. Увидимся». Надя пошла к Денису в мастерскую. Он строгал доску, новую, дубовую. Отец заказал реставрировать старую раму для иконы. «В клуб пойдешь сегодня?» — спросила Надя. Денис поднял голову. Посмотрел на нее долгим взглядом. «Ты с Колей идешь?» — спросил он. «Ну да. И ты давай». «Не хочу», — сказал Денис коротко. И снова опустил голову к доске. «Почему?» Он молчал. Рубанок скользил по дереву, снимая тонкие, почти прозрачные стружки. Тишина была густая, неудобная. «Денис». «Я сказал, не хочу», — повторил он, и в голосе его впервые за все время Надя услышала нечто похожее на злость. Не на нее. На что-то другое, что он не мог высказать. «Ты ревнуешь?» — спросила Надя тихо. «А ты хочешь, чтобы я ревновал?» Они посмотрели друг на друга. Надя вдруг поняла, что они говорят о чем-то важном, о самом важном, но все намеками, недомолвками, словами, которые можно было повернуть и так, и этак. Ей стало страшно. И почему-то очень жалко его, Дениса, который стоял у верстака в стружках, с твердыми руками и мягким, ранимым сердцем. «Я пойду одна», — сказала Надя. «Если не хочешь, не ходи». Она ушла, не дожидаясь ответа. В клубе было душно, накурено и шумно. Коля встретил ее у входа, в чистой рубашке, причесанный, пахнущий одеколоном. «А Денис?» — спросил он, заглядывая ей за спину. «Не придет», — сказала Надя. Коля улыбнулся, шире, чем обычно, и взял ее за руку. Надя не отдернула, но почувствовала, рука у него мягкая, не как у Дениса. Денисовы ладони были жесткие, с мозолями, теплые и надежные. Это была чужая. Они танцевали. То есть Коля танцевал, двигался уверенно, даже развязно, пытался прижимать Надю к себе. Она уклонялась, смеялась, но внутри было пусто и тревожно. Она смотрела на дверь. Ждала. Знала, что Денис не придет. Но все равно ждала. Под конец вечера Коля сказал: «Проводить тебя?» «Не надо», — ответила Надя. «Бабушка ругаться будет». «Ладно», — он пожал плечами и чмокнул ее в щеку, быстро, неловко. «Ты классная, Надь. Завтра увидимся». Надя вышла на улицу. Ночь была темная, безлунная, звезды висели низко, почти достать рукой. Ветер тянул холодом, предвестником осени. И в этом ветре, в этой темноте, она услышала шаги. Не Колины, другие, тяжелые, размеренные. Из темноты выступила фигура. Денис. Он стоял у старого тополя, прислонившись плечом к стволу. Не подошел. Не окликнул. Просто стоял и смотрел. «Ты здесь?» — спросила Надя, подходя ближе. «Здесь», — сказал он. «Сколько?» «Все время». Надя остановилась в 2 шагах от него. Сердце колотилось так, что, казалось, он слышит. «Зачем ты пришел, если не хотел?» «Хотел», — сказал Денис. Просто врал. Тишина. Ветер. Звезда упала где-то за лесом. «Денис», — начала Надя и не знала, что сказать дальше. Он просто... «Не надо», — перебил Денис.
Я все видел. Он тебя целовал. В щеку. Просто так. Для меня не просто, сказал Денис глухо. Ничего для меня не просто, когда ты рядом. Надя никогда не слышала от него таких слов. Никогда. Он всегда был молчаливый, крепкий, как дуб. А теперь стоял перед ней в темноте, и голос его дрожал. Она поняла вдруг до остроты, до боли в груди, он боится. Боится потерять ее. Боится, что она выберет того, другого, яркого, веселого, легкого. «Денис», — сказала она, и ее собственный голос прозвучал чужим. «Я не с ним. Я с тобой. А Коля? А Коля — никто. Он просто не ты». Денис молчал. Долго. Надя видела, как ходит его кадык, как он сглатывает, как сжимает кулаки у бедер. «Пойдем», — сказал он наконец. «Я провожу тебя». Они пошли по темной улице, мимо спящих домов, мимо библиотеки, мимо старой колонки. Никто не говорил ни слова. Но их руки сначала просто коснулись, потом сплелись пальцами, потом Денис сжал ее ладонь так крепко, будто боялся, что она исчезнет. У бабушкиной калитки он остановился. «Надь», — сказал он. «Что?» Он смотрел на нее, в темноте не видно было лица, но Надя знала, что он смотрит. И тогда она сделала шаг к нему сама. Сама взяла его лицо в ладони, шершавые щеки, небритые по-мальчишески, и поцеловала. Первое. Сама. В губы. Не в щеку. Поцелуй был неловкий, неопытный, почти по-детски, просто прикосновение губ к губам. Но у Нади закружилась голова, и земля ушла из-под ног, и она почувствовала, как Денис обнимает ее, сначала робко, потом сильнее, потом так, что не продохнуть. Они стояли у калитки, обнявшись, в темноте, и не знали, сколько прошло времени, минута или час. «Никогда так не бойся», — прошептала Надя ему в плечо. «Я никуда не уйду». «Обещаешь?» — спросил он глухо, уткнувшись носом в ее волосы. «Обещаю». Она зашла в дом на цыпочках, чтобы не разбудить бабушку. Но бабушка не спала. Она сидела в кухне, в темноте, пила чай из глиняной кружки и смотрела в окно на улицу. «Проводили?» — спросила она спокойно. «Бабушка». «Я все вижу, доченька». «Я же говорила, я все вижу». «Хороший он парень. Только не торопите жизнь. Всему свое время». Надя села рядом, прижалась к бабушкиному плечу. Пахло от нее травами, печью и чем-то вечным, надежным. «Я люблю его, бабушка», — прошептала Надя. «Знаю», — ответила бабушка. «Только любовь, она не всегда сахар. Иногда, как то зелье горькое, которое пьешь, потому что иначе не выжить». «Ты готова?» «Готова», — сказала Надя. Бабушка погладила ее по голове сухой, теплой ладонью. «Ну и ладно. Спи». Коля уехал через месяц. Его отца перевели обратно, не срослось с агрономией. Коля простился с Надей на автобусной остановке, пожал руку Денису, тот стоял рядом, молчаливый и спокойный, и сказал: «Вы хорошие. Счастливо вам». Надя кивнула. Никакой грусти не было. Было только облегчение. А через 2 недели начался декабрь, и с ним предновогодние хлопоты. Бабушка сказала, что Новый год надо встречать дома, по-настоящему. Дениса и его родителей пригласили к ним.
Нина Павловна обещала принести пирог с капустой, Владимир Иванович — баночку соленых груздей, которые он засолил еще в октябре и берег для особого случая. 31-го выпал снег. Не тот мелкий, колючий, что был всю неделю, а настоящий, крупными хлопьями, мягкий, пушистый. К утру все вокруг побелело, и даже лес, который всегда казался темным и хмурым, стал вдруг сказочным, серебряным, как на старых открытках. Денис пришел затемно. Он был в новой рубашке, синей, под цвет его глаз, как заметила Надя, и держал за спиной что-то, явно пряча. «С Новым годом», — сказал он. «С Новым годом», — ответила Надя. Он протянул руку. На ладони лежала шкатулка, маленькая, из светлого дерева, с резной крышкой. Надя открыла ее. Внутри, на бархатной подкладке, лежало колечко. Не золотое, не серебряное, из светлого металла, похожего на серебро, с маленьким голубым камешком. «Это моя бабушкина», — сказал Денис, смущаясь. Мать отдала. Сказала, когда Наде подаришь. Я, если честно, думал, позже. А потом понял, чего ждать. Надя смотрела на колечко, и горло ей сдавило. Она не могла говорить. Она только кивнула, протянула руку, и Денис надел кольцо ей на палец, средний, потому что на безымянной было рано, но все равно как обещание. «Какое красивое», — прошептала она. «Спасибо». «Ты красивая», — ответил Денис. Колечко так, мелочь. В доме пахло пирогами, мандаринами и хвоей. Бабушка поставила в углу маленькую елочку, живую, из лесу, и украсила ее старыми стеклянными игрушками, которые помнили еще ее мать. Пришли родители Дениса. Нина Павловна в нарядном платке с кистями, Владимир Иванович при галстуке, что делало его смешным и трогательным. Они сели за стол, который ломился от угощений: заливная рыба, холодец, пироги, грибы, соленья, а в центре бабушкин фирменный гусь с яблоками. Под бой курантов, старых, напольных, с кукушкой, которая давно не куковала, но била исправно, Денис взял Надю за руку под столом. Сжал. Она сжала в ответ. «Загадай желание», — сказал он. «Загадала», — ответила Надя. «Оно уже сбывается». Куранты пробили 12 раз. И в тишине, наступившей после, все услышали: за окном, в лесу, завыл ветер. А может, не ветер. Может, волк. А может, медведица с Лапиком тоже встречали Новый год по-своему. Бабушка подняла рюмку с клюквенным морсом, потому что не пила, и сказала: «Дай Бог, чтобы вы всегда так смотрели друг на друга». Надя обвела взглядом комнату: бабушку, мудрую, уставшую, но счастливую, Дениса, надежного, как этот дом, его родителей, таких простых и родных, хотя она знала их всего несколько лет. И подумала: вот оно. Моя семья. Не та, которую мне дали при рождении, а та, которую я выбрала сама. После ужина все вышли на крыльцо смотреть на звезды. Снег перестал, небо расчистилось, и звезды висели низко, как светлячки в черном саду. Денис обнял Надю сзади, положил подбородок ей на плечо. «Мы будем вместе?» — спросил он тихо. «Вместе», — сказала Надя. «Обещаю». Вот тогда, на крыльце, под звездами, в новогоднюю ночь, они и дали друг другу обещание. Не громкое, не на публику. Тихое, как снегопад. Крепкое, как корень старого дуба. «После школы в город учиться», — говорил Денис. «Ты на врача, я на реставратора. А потом сюда. В этот дом». «В наш дом», — поправила Надя. «В наш», — повторил он. Потом замерзать стало невмоготу,
и они вернулись в тепло. Бабушка уже спала, свернувшись на лежанке. Нина Павловна мыла посуду. Владимир Иванович курил на крыльце, глядя на лес, кажется, о чем-то своем мужском. Надя и Денис сидели у елки, пили чай с мятой и молчали. Их молчание теперь было другим, не неловким, не пустым. Оно было полным. Как река после дождя. «Я люблю тебя», — сказал Денис. В первый раз вслух. «Я тоже тебя люблю», — ответила Надя. И почувствовала, как это просто. Всего 3 слова, а внутри целый мир. За окном снова пошел снег. Он падал на старый дом, на лес, на реку, на спящее село. И казалось, вся земля ждала чего-то хорошего, большого, настоящего. Надя положила голову на плечо Денису, закрыла глаза и подумала, пусть так будет всегда. Она еще не знала, что впереди расставание, учеба в городе, смерть бабушки, суды, борьба за дом. Она не знала, что счастье — вещь хрупкая и ее надо удерживать, даже когда руки болят. Но в ту ночь не надо было знать. В ту ночь можно было просто быть счастливой. Выпускной в 9 классе прошел негромко. Не было лимузинов и дорогих платьев, была линейка у школьного крыльца, букет сирени от Дениса, бабушкин пирог с капустой и общее фото на фоне старой школы. Надя стояла в центре, Денис рядом, и фотография вышла немного нерезкой, у Нины Павловны дрожали руки. «Теперь куда?» — спросил Владимир Иванович, когда все разошлись. «В город», — ответила Надя. «В медицинский колледж. А потом, может быть, и в институт». «А Денис?» «Денис в училище, на реставратора. Мы вместе поедем. В одном городе». Бабушка, стоявшая чуть поодаль, промолчала. Она смотрела на лес, тот самый, из которого пришел Лапик 3 года назад. Лицо у нее было спокойное, только глаза чуть прищурились, будто она видела что-то, чего не видели другие. Август пролетел быстро. Надя собиралась в город, чемодан, коробка из-под обуви, все еще с принцессой и папиной фотографией, деревянная лошадка, травник бабушкин, бабушка сама положила, возьми, пригодится. Денис собирался рядом с ней, его вещей было меньше, рубанок, несколько стамесок, любимая фуфайка, которую Надя ненавидела, но он не снимал. В последний вечер перед отъездом они сидели на крыльце. Закат догорал за лесом, небо было полосатым, розовым, лиловым, золотым. «Боишься?» — спросил Денис. «Немного», — призналась Надя. «А ты?» «Не города, а того, что мы изменимся». Надя посмотрела на него. Он стал старше, не только лицом, но и глазами. В 17 лет он выглядел на 20. Тяжелая работа в мастерской, забота о доме, Ател с матерью работали допоздна, и еще это его внутренняя серьезность, которая появилась раньше времени. «Мы не изменимся», — сказала Надя. «Мы будем такими же». Денис усмехнулся. Редкость, но сегодня улыбался чаще. «Ладно, врач. Приезжай по субботам. Я буду ждать». Она прижалась к нему, положила голову на плечо. И долго сидели так, молча, глядя на лес и звезды. Учеба в городе оказалась труднее, чем Надя думала. Медицинский колледж был большим, серым зданием в центре областного города. Внутри пахло карболкой, хлоркой и вечной спешкой. Преподаватели требовали жестко, зубрить приходилось ночами, и Надя, привыкшая к тихим вечерам у бабушкиной печи, чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Она снимала комнату в общежитии, на 4, с такими же девчонками из деревень и малых городов. Там было шумно, тесно, но весело.
Подружки Катя, Зоя и Лена быстро приняли ее в свой круг. «Ты чего такая тихая?» — спросила Катя в первую же неделю. «Плачешь, что ли?» «Не плачу», — соврала Надя. «Просто привыкаю». На самом деле она плакала. Каждую ночь, когда свет выключали, а девчонки засыпали. Она плакала не от боли, от тоски. По бабушке, по дому, по лесу, по Денису. Город давил на нее бетоном, стеклом и вечным гулом машин. Но выдержала. На третьей неделе она нашла библиотеку, маленькую, старенькую, с деревянными стеллажами и запахом пыли, как у Нины Павловны. И там, среди книг, дышать стало легче. Денис приезжал по субботам. Он учился в художественно-реставрационном училище на противоположном конце города. Добираться к Наде было 40 минут на троллейбусе, но он приезжал всегда, с продуктами, которые передавала мать, с деревянной безделушкой, вырезанной за неделю, с теплыми носками бабушка прислала. Их субботы были простыми. Они гуляли по городу, Надя показывала Денису то, что успела узнать: старый парк, набережную, рынок, где продавали дешевые пирожки. Денис смотрел на все с любопытством, но без восторга. Город был для него чужим. «Скучаешь?» — спрашивала Надя. «По дому», — отвечал он. «По мастерской. По лесу. По мне. По тебе особенно». Они сидели на скамейке в парке, пили дешевый кофе из пластиковых стаканчиков, и Надя думала, как хорошо, что он есть. Как хорошо, что мы не расстались, как другие. Потому что другие расставались. Катя бросила своего Сережу уже через месяц. Зоя встречалась с 3 одновременно. Лена плакала по парню из соседнего общежития, который даже не знал ее имени. А Надя с Денисом держались. Они перезванивались каждый вечер. Сначала по таксофону, потом, когда появились первые кнопочные мобильники, по телефону. Надя бегала в коридор общежития, чтобы не мешать соседкам, и говорила шепотом, прижав трубку к уху. «Как ты?» «Нормально», — отвечал Денис. Вырезал сегодня барельеф. Дуб, старый, хороший. Я анатомию сдала. На 4. Молодец. Пауза. Тишина. И в этой тишине все: любовь, тоска, обещание, страх. «Приезжай в субботу», — говорила Надя. «Приеду». Изредка, раз в месяц, Надя ездила домой. Поезд шел 3 часа, потом автобус до деревни, потом пешком от остановки. Бабушка встречала ее всегда одинаково, стояла на крыльце, сложив руки на животе, молчала, а потом говорила. «Похудела. Кормят вас там плохо». «Кормят хорошо, бабушка. Я просто учусь много». «Учись, учись», — ворчала бабушка, но глаза у нее были теплые, и Надя знала, она скучает. Денис приезжал домой реже, чаще оставался в городе, подрабатывал в мастерской. Но когда они оба оказывались в селе, это были лучшие дни. Они ходили в лес, хотя Лапика не видели уже давно, медведи ушли глубже, туда, где тише и меньше людей. Сидели на реке, молчали. Дышали. Время шло. Надя перешла на 2 курс, потом на 3. Денис учился на 4. Они уже не были детьми, она стала уверенной, с прямым взглядом и спокойными руками, готовыми к первой работе. Он еще более молчаливым, но его молчание перестало быть тяжелым. Оно стало зрелым. И все было бы хорошо, если бы не бабушка. Надя заметила изменения в начале зимы, на 3 курсе. Бабушка стала медленнее.
Она раньше, острая, быстрая, как ласточка, теперь подолгу сидела на лавке, смотрела в одну точку, иногда забывала, о чем говорила минуту назад. «Бабушка, ты кашляешь», — сказала Надя, приехав на рождественские праздники. «А ты врач?» — усмехнулась бабушка. «Погоди, еще выучишься». «Я уже учусь». «Дай послушать». Бабушка отмахивалась, но Надя настояла. Она приложила ухо к бабушкиной груди. Там, где раньше было ровное, глубокое дыхание, теперь слышались хрипы. Влажные, тяжелые. «Бабушка, надо к врачу». «Надь», — бабушка посмотрела на нее долгим взглядом. «Я сама лечила всю жизнь. И себя тоже. Знаю, что со мной». «И что?» «Не сейчас, доченька. Не сейчас». Надя не стала спорить. Но в тот вечер она позвонила Денису и долго плакала в трубку, прижавшись к холодной стене в коридоре общежития. «Она умирает», — шептала Надя. «Я чувствую». «Не говори так», — ответил Денис. «Ты еще выучишься, вылечишь ее». «Не успею». Она оказалась права. Бабушка сдала быстро. За полгода, с января по июнь, она высохла, сгорбилась, перестала выходить в огород. Но пациентов не бросала. К ней все так же шли люди, с болячками, с травами, с вопросами. Она принимала, сидя на лавке у крыльца, и давала настойки, и говорила тихим голосом, и никто из них не знал, что она уже прощается. Надя приезжала каждые 2 недели. Бросала все, учебу, подработку, садилась на поезд и ехала. Сидела с бабушкой, поила ее отварами, которые та сама же когда-то заготовила. Читала ей вслух старые книги, которые бабушка любила, с картинками и без. «Ты хорошая», — сказала бабушка однажды. «Ты всегда была хорошей. Не дай им отобрать дом». Кому? А всем, кто захочет. Дом — это корни. Без корней ты засохнешь, как трава без воды. Надя заплакала. Бабушка погладила ее по голове, сухой, теплой рукой, как тогда, в новогоднюю ночь. «Не плачь», — сказала она. Я пожила. Долго. Пора и честь знать. В конце июня бабушка слегла. Денис бросил все дела и приехал помогать. Он топил печь, носил воду, молчал. И это молчание было сильнее любых слов. Надя не отходила от бабушкиной кровати. Она спала на стуле, просыпалась от каждого вздоха. В последний день, это было утро, солнечное, с запахом скошенной травы, бабушка открыла глаза. Посмотрела на Надю. Улыбнулась, той улыбкой, которую Надя запомнила на всю жизнь, светлой, чуть виноватой, словно она просила прощения за то, что уходит. «Доченька», — сказала бабушка. Там, в горнице, в старом сундуке, под холстом, завещание. Нотариус заверял. Не отдавай дом. Твой он. Бабушка. Слушай, голос бабушки стал твердым. Мать твоя не приедет. Я знаю. Тетки приедут. Ты держись. Денис поможет. Денис стоял в дверях, сжимая в руках полотенце. Он кивнул. И еще бабушка перевела взгляд на окно. За окном был лес. Скажи Лапику, если увидишь, что я его помню. Всех помню. Это были ее последние слова. Она закрыла глаза и затихла. Дышала еще несколько часов. Ровно, спокойно, как спит уставший человек. А потом перестала.
Надя сидела рядом, держала бабушкину руку и не плакала. Слезы пришли потом, через час, через два. Она вышла на крыльцо, села на ступеньки и разрыдалась так, что, казалось, лес содрогнулся. Денис обнял ее. И молчал. Молчал долго, пока она не затихла. «Похороним у березы», — сказал он. Как она хотела. Похороны были тихими. Пришло полдеревни, все, кого бабушка лечила, кого добрым словом помянула. Нина Павловна плакала в платок, Владимир Иванович стоял у гроба, опустив голову. Бабушку положили в землю у старой березы, на пригорке, откуда виден лес. Надя стояла у свежей могилы, держалась за Дениса и смотрела на лес. Ей казалось, что сейчас из чащи выйдет медведица и поклонится. Но лес молчал. Мать не приехала. Прислала телеграмму, соболезную, приехать не могу. Тетки, бабушкины дочери, приехали. Сразу после похорон. «Надя», — сказала старшая, тетка Зина, — «тут такое дело. Дом продавать надо. Мы поделим». «Нет», — сказала Надя. «Ты чего? Ты в городе живешь, у тебя учеба, тебе не до этого. Дом мой. Бабушка так хотела». Бабушка старая была, вмешалась младшая, тетка Галя. Не понимала, что говорила. Надя посмотрела на них. Женщины как женщины, в городских платьях, с дорогими сумками, с запахом духов, перебивающим запах могильной земли. Они были похожи на ее мать. И Надя вдруг поняла, что никогда не станет такой. Никогда. В горнице, в сундуке, сказала она спокойно, лежит завещание, заверенное нотариусом. Дом и все имущество мне. Если хотите судиться, судитесь. Тетки переглянулись. Зина хотела что-то сказать, но Галя дернула ее за рукав. «Пойдем», — сказала Галя. «Бесполезно. Мать всегда ее любила больше всех». Они ушли. А Надя осталась. Стояла у бабушкиной могилы, смотрела на березу, на лес, на небо. Денис подошел сзади, обнял. «Дом сохраним», — сказал он. «Я помогу. Все починим, все сделаем». «Я знаю», — ответила Надя. «Ты всегда помогаешь». Она повернулась к нему, уткнулась лицом в его грудь, и они стояли так долго, пока солнце не село за лесом. Ночью, уже в доме, Надя открыла бабушкин сундук. Под вышитым холстом — конверт. В конверте — завещание и письмо. Она прочла письмо. Писала бабушка, видимо, зимой, почерк был неровный, дрожащий. «Наденька. Если ты это читаешь, меня уже нет. Прости, что не дождалась твоего диплома. Ты будешь хорошим врачом. Я знаю. Ты всему научилась, что я тебе дала, но главное, у тебя сердце доброе. Дом береги. Он помнит меня, а будет помнить тебя. Лес не бросай. Он тебя никогда не бросал. И Дениса береги. Такие парни редко попадаются. Люблю тебя. Бабушка Матрёна». Надя сложила письмо, спрятала на груди и легла спать. Спала она в бабушкиной кровати, в бабушкиной рубашке. И снился ей лес. Не темный, а светлый, полный солнца. И бабушка шла по тропинке, молодая, красивая, и обернулась, и улыбнулась Наде. «Иди», — сказала бабушка. «Иди, доченька. Все будет хорошо». Надя проснулась утром. За окном — лес. В доме — тишина.
Только печь поскрипывает остывающими углями. «Все будет хорошо», — повторила она вслух. «Я сделаю так, как ты хотела». Она села на крыльцо, надела бабушкину шаль и стала ждать Дениса. Он пришел с инструментами чинить крышу, которая прохудилась за зиму. «Начинаем?» — спросил он. «Начинаем новую жизнь», — ответила Надя. И улыбнулась. В первый раз после бабушкиной смерти. Суд назначили на сентябрь. Надя не спала 2 ночи перед заседанием, перебирала документы, читала бабушкино завещание, сжимала в кармане деревянную лошадку на счастье. Денис был рядом, молчаливый, твердый, как батюшка дуб. Он не говорил лишних слов, он просто был. И этого хватало. В зале суда было душно и пахло казенными чернилами. Тетки Зина и Галя сидели на скамье для истцов, поджав губы в дорогих костюмах. Их мужья, хмурые, нервные, перешептывались с адвокатом. Мать Нади на суд не явилась. Прислала представителя, молодую женщину в строгом костюме, которая смотрела в телефон и явно скучала. Судья, пожилая женщина с усталыми глазами, долго листала дело, потом подняла голову. Завещание Матрёны Ивановны составлено в соответствии с законом, заверено нотариусом. Сомнений в дееспособности завещателя нет. Имущество переходит к внучке, Надежде Андреевне. В удовлетворении иска отказать. Тетки зашушукались. Зина вскочила. Это несправедливо. Она молодая, ей дом не нужен. Решение суда обжалованию не подлежит, отрезала судья. Следующее дело. Надя вышла из зала суда на ватных ногах. Денис держал ее за руку. На улице, солнце, желтые листья кружились в воздухе. «Все», — сказал он. «Твой дом». «Наш дом», — поправила Надя. «Наш». Она заплакала от облегчения, от радости, от того, что бабушка оттуда, сверху, видит и, наверное, улыбается. Дом встретил их тишиной и запахом сушеной мяты. Надя прошла по комнатам: травная горница, кухня с русской печью, бабушкина спальня. Все было на месте. Время здесь будто остановилось. «Начинаем ремонт?» — спросил Денис. «Начинаем». И началась другая жизнь. Денис чинил крышу, перебирал половицы, белил печь. Надя приводила в порядок травную горницу, перекладывала бабушкины банки, подписывала новые этикетки, сушила травы по бабушкиным рецептам. Работали с утра до вечера, уставали так, что падали без ног, но это была хорошая усталость. Однажды вечером, это было уже в октябре, Денис уехал в город за инструментом и вернулся не один. Он держал за пазухой что-то теплое, живое, что ворочалось и повизгивало. «Закрой глаза», — сказал он. Надя закрыла. Денис положил ей на руки маленький пушистый комок. «Открывай». Надя открыла глаза и ахнула. Щенок был огромным даже в 2 месяца, толстолапый, с коричнево-черной шерстью, висячими ушами и глазами-пуговками. Он лизнул Надю в нос и тявкнул тоненьким, несоразмерно с размером голоском. «Кавказец», — сказал Денис. «Будет охранять дом. И тебя. Как его зовут? Ты придумай». Надя посмотрела на щенка. Он смотрел на нее серьезно, почти по-человечески. «Буян», — сказала она. «Пусть будет Буян». Буян быстро рос. Не по дням, а по часам. К декабрю он весил уже килограммов 20, лапы стали толстыми, как бревнышки, а голос — низким, предупреждающим. Он спал в сенях,
на старом бабушкином тулупы, и если кто-то чужой подходил к калитке, поднимал такой лай, что в лесу отзывалось эхо. Однажды, это был уже поздний ноябрь, первый снег выпал и сразу растаял, Надя сидела на крыльце с кружкой чая. Буян возился в сугробе, ловил носом снежинки. И вдруг замер. Ощетинился. Зарычал, низко, предупреждающе. Надя подняла голову. Из леса на опушку выходил медведь. Большой. Взрослый. Он шел не спеша, переваливаясь, и в его походке не было угрозы. Буян рычал, но не бросался, чувствовал что-то необычное. Медведь остановился у калитки. Поднялся на задние лапы. И Надя узнала его. Розовый рубец на передней лапы, который не зарос шерстью. Светлые, умные глаза. «Лапик», — прошептала Надя. «Лапик». Она встала, медленно подошла к калитке. Буян зашелся лаем, но Надя положила руку ему на загривок. «Тихо, Буян. Это свой. Это друг». Медведь опустился на 4 лапы, просунул морду между штакетин. Надя протянула руку, и Лапик лизнул ее пальцы, так же, как в детстве, только язык стал шершавее и сильнее. А потом перевел взгляд на Буяна. Щенок замер. Нюхал воздух. Потом, осторожно, виляя хвостом, подошел к калитке. Медведь понюхал щенка. Пес — медведя. И, о чудо! Буян тявкнул, но уже не злобно, а радостно, и начал подпрыгивать, приглашая играть. Лапик фыркнул, развернулся и потрусил обратно в лес. Буян хотел броситься за ним, но Надя схватила его за ошейник. «Нельзя. Он лесной. А ты домашний. Но дружить можно». С того дня медведь иногда появлялся у калитки. Буян встречал его радостным лаем, и они стояли так, собака и медведь, по разные стороны забора, глядя друг на друга. Как часовые двух миров, которые договорились о мире. А весной в селе заговорили о новой церкви. Старую сожгли еще в 30-е, и с тех пор люди ездили в соседнее село креститься, венчаться и отпевать. А тут объявился благотворитель, какой-то городской бизнесмен, который решил восстановить храм на месте сгоревшего. «У нас иконостас будут делать?» — спросил Денис у отца. «Будут. Я уже говорил с прорабом. Они ищут мастеров». «Я сделаю», — сказал Денис. В его голосе была такая уверенность, что Владимир Иванович только кивнул. Полгода Денис пропадал на стройке. Он делал иконостас из мореного дуба, дерева, которое столетиями лежало на дне реки и стало твердым, как камень, и темным, почти черным. Резал вручную каждую виноградную лозу, каждую райскую птицу, каждую складочку на ризах святых. Надя приезжала к нему по вечерам, привозила ужин в термосе и сидела рядом, смотрела, как его руки творят чудо. «Ты гений», — сказала она однажды. «Я просто умею слушать дерево», — ответил Денис, не поднимая головы от резьбы. «Оно само подсказывает, как ему быть». Осенью церковь достроили. Белокаменная, с синей луковичной главой и золотым крестом, она стояла на пригорке, и ее было видно из леса. Село ожило, люди ходили смотреть, крестились, плакали. На освящении собралась вся округа. Надя стояла в толпе, держала Дениса за руку и думала, если бы бабушка увидела этот храм. А потом Денис сказал: «Надь, а давай здесь обвенчаемся?» Не в ЗАГСе, а здесь. По-настоящему. «А как же роспись?» — спросила Надя. «Без штампа нельзя». «Можно.
У нас батюшка свой. Он и штамп поставит. Надя засмеялась, впервые за долгое время легко, беззаботно. Давай. Свадьбу сыграли через месяц. Невеста была в белом платье, которое Надя сшила сама, простое, из льна, с вышивкой васильков по подолу. Жених в строгом костюме, но под пиджаком, простая рубашка, и на шее маленький деревянный крестик, который он вырезал сам. Батюшка оказался молодым, с живыми глазами и густым басом. Он венчал их в новом храме, пахнущем деревом, воском и ладаном. Под куполом кружились голоса, и Наде казалось, что бабушка где-то там, наверху, смотрит и плачет от счастья. «Венчается раб Божий Дмитрий и раба Божия Надежда», — произнес батюшка. «Надежда», — повторила Надя про себя. Имя то какое правильное. Денис надел ей на палец кольцо, простое, серебряное, без камней. А колечко с голубым камешком она носила на цепочке, у сердца. На крыльце церкви их обсыпали зерном и лепестками роз. Буян, прибежавший смотреть на хозяев, лизнул Надю в руку и радостно залаял. А из леса, из-за дальних берез, кто-то смотрел. Надя поклялась, что видела в кустах знакомый силуэт, большой, бурый, с розовым рубцом на лапы. «Лапик пришел нас благословить», — прошептала она. «Я тоже видел», — ответил Денис. «Не бойся. Он не один. Медведица с ним». Счастье было полным. Но оно не бывает без испытаний. Через год после свадьбы, теплым июньским днем, к дому подъехали две черные машины. Дорогие, иномарки, с тонированными стеклами. Из первой вышли тетки Зина и Галя. Из второй — 4 молодых парней в спортивных костюмах, с короткими стрижками и наглыми лицами. Надя вышла на крыльцо. Денис — следом. «Здравствуйте», — сказала Надя спокойно. «С чем пожаловали?» «Надя», — начала Зина сладким голосом, — «мы подумали, может, ты передумаешь насчет дома? Мы хорошо заплатим. Дом не продается». «Ты не понимаешь», — вмешалась Галя. «Мы по-хорошему пришли. А можно и по-плохому». Она кивнула парням. Те вышли вперед, скрестили руки на груди. Один, лысый, с цепочкой на шее, ухмыльнулся. «Слышь, девка, не ломайся. Подпишешь бумаги», и разбежались. «А нет, так мы тебе тут такую жизнь устроим». Он не договорил. Буян, который до этого лежал в тени под яблоней, медленно поднялся. Он уже был огромным псом весом под центнер, с грудью, как у быка, и головой, как у маленького льва. Он оскалился и зарычал. Низко, протяжно, так, что у парней глаза округлились. «Убирайтесь», — сказал Денис тихо. «Пока я его не спустил». «Ты чё, мужик?» Лысый сделал шаг вперед. «Мы тебя». Денис молча отстегнул цепь. Буян рванул вперед, но Денис удержал его за ошейник, только на секунду. «Последний раз говорю, убирайтесь». Тетки завизжали и побежали к машинам. Парни попятились, но не бежали и еще храбрились. Лысый достал что-то из кармана, может, нож, может, кастет. И в этот момент из леса с опушки раздался треск. Потом тяжелый топот. И на поляну выбежал Лапик. Он вырос в огромного медведя, старого, мудрого, с густой бурой шерстью и шрамом на лапы. Он бежал на лай, на защиту. «Пускай», — сказала Надя тихо. Денис отпустил ошейник. Буян рванул вперед, и Лапик, словно понимая, бежал с другой стороны.
Пёс и медведь, 2 против 4. Парни бросились к машинам. Захлопнули двери. Двигатели взревели, но одна машина не завелась с первого раза. Второй автомобиль уже тронулся, но Лапик успел. Он взревел по-настоящему, страшно, и ударил лапой по передней пассажирской двери. Металл хрустнул, как картон. Дверь отлетела, повисла на одной петле. Из салона донесся визг, кажется, тетки. Машина рванула с места, волоча дверь по земле, высекая искры. Но тут подоспели люди. Соседи, услышавшие лай и рев, выбежали с ружьями. 2 мужиков, бывшие охотники, вскинули стволы и выстрелили по колесам второй машины, которая как раз разворачивалась. Шины лопнули, машина вильнула и встала. «Сидеть!» — заорал один из соседей. «Сидеть, кому сказано!» Приехала полиция, сельский участковый, а за ним и районные. Теток и парней увезли. Потом был суд, на этот раз Надя была потерпевшей. Теток осудили за организацию нападения, парней — за хулиганство с угрозой применения насилия. Дом остался за Надей. Навсегда. «Бабушка», — прошептала Надя в тот вечер, стоя у березы, где была похоронена Матрёна. «Ты видела? Твои медведи нас спасли». Ветер качнул ветви. Или показалось. Прошли годы. Надя получила диплом врача с отличием. Вернулась в село, устроилась в районную поликлинику, а через год открыла свой кабинет при доме, там, где раньше была бабушкина травная горница. Теперь здесь стоял современный столик, ультразвуковой аппарат, стерилизатор. Но на полках по-прежнему стояли бабушкины банки с травами. И травник в кожаном переплете лежал на самом видном месте. «Кому таблетки, кому отвары», — говорила Надя своим пациентам. Я и так, и так. Ее любили. За глаза называли «Матрёнина внучка», и это было высшей похвалой. Денис открыл свою мастерскую, не просто столярку, а настоящую реставрационную. К нему приезжали из города, даже из области. Он восстанавливал старые иконы, резные шкафы, бабушкины комоды. И каждое утро уходил в мастерскую, пахнущую деревом и льняным маслом, а вечером возвращался золотистой стружкой в волосах. «Ты счастлив?» — спросила его однажды Надя. «А ты не видишь?» — ответил он, оглядывая дом, сад, лес. Она видела. А потом, через 2 года после свадьбы, у них родилась дочка. Назвали Надей. В честь бабушки и в честь себя, чтобы был повод. Маленькая Надя родилась в августе, такая же темненькая и сероглазая, как мать. Буян, старый уже, пес с проседи на морде, подошел к колыбели, понюхал, лизнул крошечную пятку и лег рядом, охранять. «2 надежды», — сказал Денис, держа дочку на руках. «Теперь у меня 2 надежды». Они жили в доме на краю леса. Надя лечила людей, Денис лечил дерево, а маленькая Надя училась лечить кукол, поила их отваром из одуванчиков и укутывала в тряпочки. Иногда по вечерам вся семья выходила на крыльцо. Сидели, смотрели на лес. Буян лежал у ног. И однажды, это была зима, маленькой Наде исполнилось 3 года, из леса вышли медведи. Старый Лапик, уже седой, с темной мордой, и медведица, та самая, что когда-то кивнула бабушке. Они вышли на опушку, сели на снег и смотрели. «Папа, медведи», — прошептала маленькая Надя. «Не бойся», — сказал Денис. «Это наши». Буян встал, потянулся и не спеша пошел к калитке. За ним Денис с дочкой на руках. Надя рядом. Они открыли калитку и вышли к лесу.
Буян и Лапик встретились на середине поляны. Пёс и медведь понюхали друг друга, так, по-старому, по-дружески. А потом Лапик подошел к маленькой Наде. Осторожно, будто боясь напугать, он положил голову ей на колени. Девочка засмеялась и обняла его за шею. «Мама, он теплый». «Он всегда был теплым», — ответила Надя, и голос у нее дрогнул. «Мы его вылечили. А он вылечил нас». Медведица подошла ближе, села рядом со своим старым сыном. И вся семья, люди, собака и 2 медведей стояли на опушке леса. Снег падал крупными хлопьями. Где-то далеко звонили колокола, в той самой церкви, где Денис делал иконостас, где они венчались. «Бабушка», — прошептала Надя, глядя на небо. «Ты говорила, лес не оставляет своих. Ты была права». Она взяла Дениса за руку. Денис взял маленькую Надю. И они стояли так, смотря на лес, на снег, на медведей, на всю эту огромную, прекрасную, трудную жизнь. Буян тявкнул, и эхо пошло по лесу, от дерева к дереву, от сердца к сердцу. «Дом», — сказала маленькая Надя. «Наш дом». И это было главное слово. Новые рассказы ждут своего часа. Чтобы они вышли из тени, достаточно вашей подписки, лайка и несколько слов 6 в комментариях. Напишите, в какой мир заглянуть вместе в следующий раз. Присылайте свои идеи для новых сюжетов. Мы превратим ваш замысел в профессионально написанный и качественно озвученный рассказ. Возможно, с вами происходило что-то, достойное увлекательной истории.